Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события, какие новости, календарик посмотрим и проанализируем, куда пойдут, скорее всего, ключевые активы: доллар, нефть, золото, серебро, рубль и так далее. Так, друзья, вот такая у нас сегодня пятница. Индекс делового климата IFO по Германии. Ну, скорее всего, он выйдет хуже ожиданий. Это просто логически следует из других показателей, которые по Германии вышли. И даже если он выйдет в пределах прогноза, это все равно хуже, чем предыдущее значение. Вот эти сбои с поставками чипов, они очень больно ударили прежде всего по Германии, которая, в общем-то, мировое сердце автопрома. Так, далее, друзья, ФРС не дает нам расслабляться, не дает. В 5 часов под выходные выступление Пауэлла. Опять будет Пауэлл рассказывать о том, как он будет сжимать предоставление помощи. Обращаю ваше внимание, что вот у нас осталось совсем чуть-чуть. Вот буквально до 1 октября уже меньше недели. Если этот отрезок мы проходим ровно, без потрясений, то у нас на повестке дня остается только один ключевой риск. Это Китай. Китай с его рынком жилья. Но Evergrande это просто вот эта вершинка айсберга, которая даже не треть айсберга, а там, ну, плюс-минус, туда-сюда, меньше даже. Соответственно, вот только Китай может сгенерировать риски. Во всем остальном, скорее всего, вот пройдя этот участок до 1 октября, все будет хорошо, все будет нормально. Так, ну у нас сегодня там еще Кларида будет рассказывать о продаже нового жилья. Вот это тоже очень существенный фактор, потому что с момента начала ковидного кризиса американские домохозяйства сказочно разбогатели. Ну, вопреки бытующему мнению, что в Америке каждый играет на рынке, на самом деле вроде как утверждается, что это не так, что отнюдь далеко не все американцы, но зато все американцы инвестируют в недвижимость. Вот. На фоне этого накупили в ипотеку недвижимости, потому что доступные деньги, дешевые кредиты, покупали вторые дома, покупали те, кто давно хотел купить, но не было возможности. И получается на текущий момент рост активов у домохозяйств самый большой в истории. Но мы с вами знаем, что обычно тьма сгущается перед рассветом, и, соответственно, наоборот, когда идет бурный рост, то, скорее всего, этот бурный рост, он должен скорректироваться. И здесь, соответственно, вот триггером того, что он начнет корректироваться, это когда начнут прекращать залив денег. Я думаю, все-таки в этом году такого не будет, но надо просто иметь в виду, что мы по всем характеристикам в рамках и Соединенных Штатов, и мирового хозяйства, в общем-то, приблизились к той самой черте, когда уже в любой момент пора. Фундаментально ситуация созрела для того, чтобы либо произошел сильный коррекционный откат, либо наступило потерянное десятилетие, как в Японии. Либо еще есть третий вариант, который открылся в текущих реалиях, поскольку все движения они идут в рамках мировой экономики, то, соответственно, как медведь-шатун, то там будет прорывать, но в целом вроде бы ситуация будет оставаться более или менее приемлемая в рамках всего мирового финансового фондового рынка и хозяйства. Ну и вот здесь, что примечательно, сами авторы статьи, они обращают внимание на то, что если не будет пересогласован федеральный долг, то этому счастью может внезапно наступить конец. Так, ну вот демократы собираются голосовать на выходных. Я не думаю, что здесь все это приведет к обвалу, то, что касается американского долга. Да, там, как обычно, будет целое представление. Оно бывает каждый раз, это понятно. Почему обвала не будет? Ну, во-первых, если будет обвал и действительно начнется серьезное разбирательство, то могут начать копать, что там наделали в прошлом году республиканцы. Наверное, этого никто не захочет из республиканцев. И поэтому я думаю, что высока вероятность того, что в этом году страсти, конечно, покипят,
но ни о каком там отказе от пролонгации госдолга, я думаю, речь вообще не будет. И, скорее всего, по мере приближения даты, наоборот, будет снижение оборотов и накала страстей по этому вопросу. Поясню почему. Здесь, смотрите, для того, чтобы, ну, скажем так, успешно побузить и прижать противника, ну, должно какое-то время пройти с того момента, как власть сменилась. Здесь прошел год. По сути, как бы можно из рукава достать, что там творили республиканцы. И это будет вполне актуально и вполне жизненно. Поэтому, я думаю, здесь, скорее всего, будет борьба носить фейковый характер. Ну, поскольку они не могут показать, что они договорились, они, разумеется, будут вот этим разжиганием заниматься. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Китай сегодня отскакивает. Вроде как он будет достаточно позитивно закрываться. Ну, видимо, ужас прошел, и здесь пошел отскок. С другой стороны, как бы этот отскок, у него потолок, я думаю, вот здесь находится, не более. Так, ну как там раньше говорили, какой праздник без цыган и медведей, так вот сейчас какое рассмотрение без ситуации с Эверграндом. Вот он, герой дня. Вчера вроде как была попытка разворота. Я категорически не призываю вас вообще покупать и рассматривать эту компанию, она банкрот. Даже если бабло зальют, все равно она банкрот, фундаментально она банкрот. Потому что рынок жилья Китая испытывает и будет испытывать потрясение. Поэтому здесь только справочное рассмотрение. Справочное рассмотрение заключается в том, что она пока держится на плаву, она пока не пробила свои ключевые уровни, ее пытаются спасти, хотя опять же там идут разговоры о невыплате зарплаты сотрудникам, помимо того, что невыплата по облигациям процентов. И поэтому здесь история, она будет мучительно продолжаться, будет она колебать и китайский фондовый рынок, и мировой. Но поскольку пока вроде бы, ну как бы ужас временный прошел, то мы видим, что по Китаю пока что происходит отскок. Но сама компания, она в районе дна движется и движется. По поводу сравнения с Lehman Brothers. Но смотрите, Lehman Brothers – это случайный процесс. В каком плане случайный? Он наступил внезапно. Там назревали очень давно проблемы и очень колоссальные. Тема с Эверграндом мусолится уже, по-моему, с 2019 года. И поэтому, конечно, здесь вторым Lehman Brothers он не будет. Но, тем не менее, это является своего рода индикатив, что происходит с Китаем, рынком жилья Китая и недвижимостью Китая. Поэтому, ну, скажем так, само банкротство этой компании может запустить цепочку, но наверняка китайские власти они зальют деньгами, не дадут просто так взять и упасть. Но с другой стороны, там проблемы, они вылезут, скорее всего, из другого места, которые будут глобальные и все положат. Так, друзья, далее VIX, американский рынок, дневной таймфрейм, сами видите, ушли в диапазон 19,5, но 18,5 так и не пробили. Но на самом деле это вполне комфортное нахождение для закрытия недели. И если у нас неделя закрывается вот в этом диапазоне 18,5-19,5, это говорит о том, что у нас произошла просто, ну, чуть более расширенная встряска в районе 18 числа. И плывем дальше, вверх, по ключевым инструментам. Так, друзья, далее золото. Смотрите, по золоту ситуация очень интересная. Раз все стало хорошо, то, соответственно, золото должно, ну, не очень хорошо себя чувствовать. Это логично. С другой стороны, вчерашний вот этот обвал очередной, который произошел, он увел золото в диапазон 1742-1750. Закрытие по большинству площадок было выше 1742. Это говорит о том, что финализация дня, она привела к тому, что ключевой уровень, совсем последняя надежда, он не был пробит. Да, здесь рисуется картина, уход хотя бы на 1680, но сегодня, я думаю, весьма вероятно будет отскок в район 1764, вот сюда вот. И посмотрим, как неделя закроется. Если закрытие будет выше 1764, то, возможно, этой просадки на 1680-1650 не произойдет. Так, друзья, ну смотрите, вот эта неделя, она по нефти будет показательной. Это дневной таймфрейм по нефти Brent. Соответственно, здесь уже
Сейчас идет попытка закрепиться в диапазоне 77,5-78. Если такое закрепление сегодня по итогам дня и недели произойдет, на следующей неделе мы увидим штурм 80-84 для начала. Если мы отсюда откатываемся ниже 77, то весьма вероятно на следующей неделе будет либо коррекционный откат, либо вообще возврат в район 74,5. Ну, коррекционный откат, я имею в виду движение на 76,1. Так, друзья, часовой таймфрейм по нефти у нас консолидация в этом диапазоне. Соответственно, пробой 77,8 уведет к тому, что разовьется движение к 80 долларам за баррель. Пробой вот этого значения 76,5 приведет сначала к откату в район 76,1 и потом попытка возврата на 75,18. Ключевой уровень 76,1. Если мы закрываемся выше, значит на следующей неделе весьма вероятно 80-84 доллара за баррель. Опять же, обращаю внимание, по нефти сейчас единственное, что тянет нефть наверх, это энергетический кризис в Европе, нехватка газа, соответственно, другие виды топлива, они тоже начинают прыгать вверх. Так, друзья, далее серебро. Смотрите, локально серебро у нас все-таки оно не сходило до нужного значения 21,5. И, соответственно, риск такого движения он сохраняется. Но на сегодняшний день по серебру у нас ключевой уровень это 22,5, 22,4. Вот этот диапазон. Если он сегодня не пробивается, то весьма вероятно на сегодняшний день по серебру будет движение, цель которого 22,9. 22,9, 22,95 вот сюда в этот диапазон. Если здесь будет пробой, то соответственно уходим на 22, 21,5. На текущий момент сейчас все указывает на то, что разовьется движение сегодня вверх по серебру. Так, друзья, рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Соответственно, вчера была попытка отскока по доллару, но сами видите, текущая ситуация с нефтью, она, конечно, особо рубль не даст просадить, даже с учетом санкций против российского госдолга, ну и санкций, которые против конкретных лиц. Ну, смотрите, ситуация с госдолгом, она вполне прогнозируема, санкциями против госдолга и ожидаема. И поэтому цена уже сидит в текущем курсе, и вот это колебание, оно временное. То есть в перспективе это, скорее всего, никак не отобразится, этого ждали. Да, там, когда сообщили, что на госдолг, возможно, даже на вторичном рынке будет наложен запрет на покупку, это повлияло, но это был краткосрочный фактор. То, что касается санкций против персональных конкретных лиц, то вот эти действия, они будут нарастать. И эти действия, их влияние на курс рубля, оно будет несколько сложным. Там надо будет разбираться, против кого, что и как делают американцы. На текущий момент рубль-доллар сегодня, скорее всего, будет боковик. Переходя на часовой таймфрейм, вот у нас движение здесь увязло в этом диапазоне. Соответственно, то, что происходит с утра из-за того, что выросла цена на нефть, здесь было бы логично потестить 72,65, 72,5. Вот. Но с учетом того, как вчера бодро пошел рост, сегодня весьма вероятно будет движение на 73,1. Это будет либо коротенький задерг, либо мы здесь останемся и будем торговаться. Опять же, ситуация с санкциями и с ценами на нефть, они находятся в раскорреляции, и поэтому у рубля достаточно, ну как, лебедь, рак и щука, все тянут в разные стороны. Тем не менее, локально здесь сформировалось движение, у которого цель сначала 73,1 и потом потестить вот эту вершинку 73,65. Соответственно, на сегодня это движение будет отменено, если отсюда пойдет возврат вниз и пробитие диапазона 73,65, 73,5. Если этот диапазон мы сегодня не пробиваем, либо консолидация, либо движение наверх по доллару. Пробой этого диапазона, уходим на 72,1, вот сюда даже пониже. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов.